Привет всем, я рада видеть вас на своем канале, и в этом видео у нас черепаховый принт. Как я писала в Instagram, он незаслуженно забыт, ведь анималистические принты это довольно популярный дизайн, но среди них очень редко встречается черепаховый, хотя и является одним из самых простых и самых эффектных. Но помимо нереально красивой черепашки, у нас еще будут украшения из фольги, которые мы будем делать сами. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной и будем начинать. Я уже выполнила маникюр и буду наносить базу. База сегодня у меня молочного цвета от Fox в номере 005. В принципе, сильной разницы, какую базу вы будете использовать под принт, нет, но с молочной базой принт будет выглядеть чуть светлее. Наношу сначала ее тонким слоем, затем набираю на кисть больше материала и делаю выравнивание. Переходим к смешиванию цветов для нашего принта, и основа моего принта это витражный желтый цвет от Kira Nails. К сожалению, витраж для таких дизайнов просто незаменим, но выполнить подобный цвет можно обычными лаками. Я для примера использовала бежевый и полупрозрачный белый. Особо, конечно, я не вырисовывала эти пятнышки, но если их доработать, то уверена получится тоже красиво. Мне, например, нравятся оба варианта украшений, это и светло-бежевые, и янтарно-желтые. Поэтому можете поэкспериментировать со своими гель-лаками, найти подходящий цвет, а если у вас нет полупрозрачного белого, то можете его заменить, например, смешав топ с белым или базу с белым лаком. Продолжаем наше смешивание, и в витражный лак я добавляю немного красно-коричневого лака в оттенке 209 от Moonful. Его можно заменить, смешав красный и черный цвет, либо смешать красный с коричневым, можно вообще использовать чисто коричневый цвет, если хотите получить более темный оттенок. Помимо основного цвета мне будет нужен еще черный цвет чистый и просто красно-коричневый для пятнышек. Кистью сразу на базу я начинаю наставлять пятна 209 оттенком. Делаю я принт сразу на двух ноготках. После просушки рядом я ставлю пятна черным гель-лаком, я набираю совсем немного лака, и как видите, он получается таким полупрозрачным. Это то, что нужно для придания глубины, потому что в дальнейшем это будет выглядеть просто как тень. После просушки черного я перекрываю теперь весь ноготок витражным лаком и снова просушиваю в лампе. Если вам нравится уже такой цвет этого принта, то после просушки добавьте еще немного черных пятен для контраста, и уже можно все перекрывать топом. Но так как я хочу себе более темный цвет, я снова дублирую темные пятна, просушиваю их и еще раз перекрываю витражным лаком. И уже потом я буду наставлять черные яркие пятна. И что забыла сказать, под этот принт выравнивание базы я делала прям минимальное, потому что для эффекта глубины, которая мне так нравится, получилось достаточно много слоев.
Перекрываю принт глянцевым топом, пока что не выравниваю, так как мне показалось, что ногти получились слишком объемные. Поэтому после просушки топа я решила немного опилить принт бафом. В конце уже, когда дизайн будет готов на всех ноготках, я эти ногти перекрою глянцевым топом и сделаю выравнивание. А вот так, кстати, этот принт мог бы выглядеть под матовым топом, но мне кажется, в глянце этот принт выглядит более эффектно. Полупрозрачным белым я перекрываю 3 ноготка под декор. Это мой новый лак и моя новая любовь. Очень плотный для молочного и хорошо самовыравнивается. Мне кажется, это очень важно, особенно в таких полупрозрачных оттенках. В Instagram вы можете перейти и посмотреть обзоры этих лаков. Перекрываю им в один слой и далее переходим к декору. Декор у нас сегодня из фольги, и если моих постоянных зрителей этим уже не удивишь, то новенькие немного находятся в шоках с вопросами зачем, почему и как. Этот декор вполне хорошая замена металлическому, вы все видели рамки, они бывают круглые, квадратные, но нужного размера и нужной формы я для себя не нашла. Еще есть такой момент, как объем. Металлический декор, который мне попадался, довольно объемный, поэтому я заменяю его всегда фольгой. А капли из фольги напоминают очень дизайн жидкий металл, только выполняются гораздо проще. На матовой стороне фольги я рисую себе разные фигуры топом или базой, просушиваю и отсоединяю после просушки от фольги. Если делаете декор себе заранее, то лучше брать топ без липкого слоя, так фигурки между собой не будут склеиваться. У меня было несколько оттенков фольги, я хотела использовать фольгу от Эми, но она повела себя довольно странно. Я потом расскажу почему. Еще для такого декора подходит фольга от Камильфо, но именно сегодня она мне не подошла по цвету. Поэтому свой декор я делала из такой потрепанной жизнью фольги. Теперь подробно, как же делать этот декор. На небольшом кусочке фольги я рисую себе любую фигуру, которую хочу видеть. Это могут быть какие-то кривые линии, капли, круги, овалы, в общем, что угодно. Одна фигура может у вас не получиться ровно, тот же круг или квадрат, поэтому сразу рисуйте себе несколько, и какая-то из них 100% получится идеально ровной. И после того, как я уже нарисовала все, что мне нужно, я отправляю сушить этот кусочек фольги в лампу. После просушки можно поддеть чем-то этот декор, но я просто складываю фольгу, и декор сам отходит. И вот что происходит с фольгой от Эми. Как видите, декор отсоединился, а золото, точнее желтый пигмент, остался на фольге. И в дизайне это выглядит вот так. Где-то у нас серебро, где-то золото. Я не знаю, почему так произошло. Я пробовала разные материалы, и топы, и базы, но результат всегда один. Если кому-то проще, то можно просто отпечатать фольгу на гель-краску или выполнить этот дизайн втиркой. Но результат будет выглядеть немного по-другому. Вот немного примеров, поэтому выбирайте тот способ, который вы считаете более удобным или более простым. Сейчас я тонко наношу топ и буду переносить рамку из фольги. Я разравниваю фольгу по топу и отправляю сушить в лампу, чтобы хорошо ее закрепить. Далее все просто. Я заполняю эту рамку таким же образом, как я делала безымянный и мизинец, и в конце перекрываю топом. Но дизайн такой, как я сейчас делаю в конце, мне совершенно не понравился, поэтому я сейчас выполню декор на указательном, и позже мы вернемся к работе над ошибками. На указательном я переношу гибкую ленту и наклейки надписи. Я нанесла в пустой уголок немного топа и переношу капли из фольги, после чего просушиваю их. После просушки я перекрываю ноготь глянцевым топом, делаю выравнивание, и уже после глянцевого топа я наношу матовый топ. После матового я просто введу глянцем фольгу.
Ну а теперь работа над ошибками. Мне декор на среднем показался слишком массивным, и он как-то не сочетался с указательным. Поэтому я аккуратно спилила все это, наклеила гибкую ленту, так же как на указательном, добавила наклейки, и на гибкую ленту я перенесла рамку, только уже меньшего размера. Гибкую ленту получилось перекрыть черными пятнами, и с таким рисунком ее практически не видно. Принт я выполняла тоже в 2 слоя, затем я перекрыла и выровняла ноготь глянцевым топом, затем нанесла матовый топ и обвела глянцевым топом принт и фольгу. На большом я тоже решила выполнить какой-то интересный дизайн и немного поиграть с формой фольги. Вышло, мне кажется, даже более интересно, чем на среднем. Поэтому, кто думает, что у вас не получится ровная форма, вы легко можете нарисовать такие корявенькие капли, и это будет выглядеть очень круто. Рамку побольше я заполняю витражным лаком, а маленькую просто черным цветом. В конце я ввожу фольгу и принт глянцевым топом, а небольшой островок черного лака оставляю матовым. Такой дизайн у меня получился, напишите, как он вам, я буду ждать ваши комментарии и ваши работы по этому мастер-классу. Для этого публикуйте фото в Instagram с хэштегом Карина Корн. Мне всегда очень интересно, что же у вас получается. Ну а на сегодня у меня все, до скорого в новых видео, пока-пока!